Всем привет, друзья! Просили меня сделать обзор на трактор. В принципе, еще много чего не доделал, нам нужно дорабатывать, но решил все-таки снять и показать то, что есть. Итак, трактор с дизельным двигателем от 123-го Мерседеса, 2-литровый дизельный двигатель. Видео по сборке трактора есть с самого начала. Ссылку на плейлист я оставлю в описании. Ну а пока что расскажу для тех, кто первый раз смотрит видео на моем канале. Итак, 2-литровый дизельный двигатель, соединен родное сцепление, переходная плита и соединен с коробкой передач ГАЗ-51. Установлен самодельный понижающий редуктор. И задний мост от электрокары. В коробке ГАЗ-51 установлена коробка отбора мощности от автомобиля, от коробки передач ЗИЛ-130. И переделана шестерня с УАЗа. Все нормально подошло. Включал, работает. Вот так оно выглядит. Радиатор установлен газелевский. Расширительный бачок еще стоит. Воздушный фильтр от автомобиля Москвич 41-го АЗЛК. Немножко переделал тут от Фиата патрубки, друг подгонял. Рулевая колонка газелевская стоит. Здесь пока не закрывал ничего. Вот так вот карданом сделано. Чуть ближе к правой стороне, чтобы было рулевое управление. Далее раздельные тормоза стоят, 2 цилиндрика главных и 2 рабочих по отдельности педалями на разные колеса, на правое и на левое. Главный на сцепление стоит с Мерседеса, и рабочий также удлинен немножко шток. Передняя балка газелевская. Об этом есть несколько видео подробных, и есть общее видео, тоже нарезку делал. Балку переворачивал, обрезал, переделывал углы наклона, переделал крепление рулевой сошки. В общем, очень даже ничего, так нормальное рулевое, поворачивает без проблем, и выворот неплохой. Также ступицы, колеса, еще газелевские диски. Для привода гидравлики стоит насос гидроусилителя от ГАЗ-66. В общем, кому интересно, как это все делалось, заходите. О сборке каждого узла есть отдельное видео. Как делал крепление к двигателю и тому подобное. Распределитель стоит с трактора Т-25. Ну, Т-16 они устанавливались. В общем, двухсекционный. Навеска трактора сделана наподобие трактора МТЗ.
трехточечная. В общем, все тяги. Эти самодельные. Насос без проблем справляется с большим цилиндром, гидроцилиндром. Эти части с валом взяты от Т-40. Ну а эти переделал с удлинителей с навески МТЗ-80 тяги. Ну, делал самодельные растяжки. Винт центральный тоже с Т-40, чуть укорочен. В общем, такая вот навеска. Ставлю отрывок, как трактор по ходе работал. Да, еще сделал вот такое прицепное. Не было фаркопа. Хотел, конечно, фаркоп УАЗовский установить, чтобы он поворачивался. Но при случае устанавливаю. О, сейчас она тут его... Не посадила. Молодец. Сидушка сборная, нижняя часть от МТЗ. Мне посоветовал Александр Плешук установить. В принципе, установил, не пожалел. Дальше сидушка уже сама. Подушки установлены мазовские. Чуть спинка ниже опущена. Вполне себе удобно даже получается. Задние диски газоновские. Об этом тоже есть видео, как переворачивал. Внутренняя часть вырезалась, переворачивалась и приваривалась. Дальше отверстия родные чуть-чуть стачивались к центрам. Там буквально на пару миллиметров. И они по шпилькам еще попадали. Дальше я приваривал шайбы. Андрей Ярославцев просто прикручивал гайки и вот эти шайбы приваривал.
потом откручивал гайки и уже пользуется. Ну, покрышки задние пока что от трактора Т-40 с ведущего переда, передняя. Здесь 8,3 на 20 просто написано. Модель В105А. Ну, по возможности переделаю колеса, установлю с МТЗ-82 покрышки передние. Пока что работаю на этих. Так, ветер мешает немножко. В общем, вот такой вот обзор, такой вот трактор получился. Я не жалею, что его собрал. Очень даже мне нравится в работе. По расходу пахали двумя корпусами. Плуг 2 на 30. Ширина захвата каждого корпуса 30 сантиметров. В принципе, тянет. Более-менее нормально. Расход где-то на 23-24 сотки вышел 6 литров. Ну, это с учетом, что мы от дома ехали до огорода друга. Ну и пахали на первой передаче. Сейчас покажу. Передний отвал меньше загнут вверх. Вот если плохо так вот видно, в этом отвале больше загнут. И вот так он идет. Этот прямее, поэтому он дальше перекидывал, короче, через борозду. Получается, пахали на первой, на большом газу, на больших оборотах двигателя. Ну, все-таки по расходу, я считаю, нормально. Это где-то за 2,5-3 часа работы. Ну, нормальный расход по сравнению, как у меня на прошлом тракторе был с зидовским мотором. Глушитель тоже такой временный сделал с кардана газоновского. Эту часть взял. Ну, в принципе, глушит более-менее. Да, педаль тоже газоновская. Этот узел с УАЗика, с буханки. Тоже есть отдельное видео, так что кому интересно, заходите, смотрите. Что по приборам, практически все делал, чтобы было похоже на МТЗ-80 на трактор. Ну, тут еще не покрашено, капот только загрунтован, пока не дошли руки. В общем, подключен датчик давления, зарядка, температура показывает неправильно. Ну и уровень топливного бака пока не делал, тахометр. Не знаю, буду делать или нет. Руль тоже под замену. Ну а так все работает. Повороты, как я уже показывал. Вот такое сегодня видео. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем здоровья, удачи и до новых встреч.